Итак, на календаре 9 февраля, воскресенье. Давайте подводить итоги за прошедшую неделю. На прошедшей неделе боевые действия опять стихли. Да и в целом последний месяц довольно заметно отличался от конца осени прошлого года. Это заметно в том числе и по потерям техники. Те исследователи, которые занимаются визуальной идентификацией уничтоженной техники и ее подсчетом, отмечают, что в январе ее стало заметно меньше. Вероятно, отчасти это связано и с тем, что бронетехника в целом становится очень дефицитной. К слову, в прошлом году я часто шутил, что не удивлюсь, если мы дождемся кавалерии. Так вот, на этой неделе все обалдели с того, что на войне появились ослы. А если что, про животных. Но нет, это не кавалерия. Их привезли в ближние тылы российских войск для выполнения логистических функций, то есть для подвоза на передовую боеприпасов, снабжения и так далее. Мы не видели, чтобы их использовали в штурмовых атаках. О таком пока никто не писал. Итак, фронты. На Кураховском направлении российские военные продвинулись в поселках Дачное и Андреевка. Направление, которое долгое время было явно приоритетным у российской армии, Покровское, сейчас полностью остановилось. Как и ситуация в Торецке. Что, впрочем, не помешало российскому Минобороны заявить, что Торецк полностью захвачен. Поэтому сейчас это так активно обсуждается в новостях. Хотя по факту ничего не изменилось за неделю. Украинский мониторинговый проект Deep State заявляет, что бои за город еще продолжаются. Для российского военного ведомства это нормально. Они могут заявить о захвате поселка, который еще не захватили. Могут долго не объявлять о захвате населенного пункта, который давно захвачен. Там все в полный разнобой. Не знаю, повлияло ли это заявление про Торецк на последующие события, но вот вчера появились видеозаписи, как украинские военные сбивают российский штурмовик Су-25 как раз над Торецком. Почему я говорю, что заявление о захвате города могло как-то повлиять? Потому что мы много раз видели, как заявляли взятие населенного пункта под контроль, после чего послали туда солдат, полагая, что противника там уже нет. Также и тут пилот Су-25 мог считать, что Торецк уже зачищен, можно спокойно летать над ним. Пилот штурмовика вроде как успел катапультироваться. Есть кадры с полетом поискового вертолета, который забрал летчика. Стоит напомнить, что совсем недавно на должность командующего украинской группировки войск Хортица был назначен генерал Михаил Драпатый. Он пользуется хорошей репутацией, и многие ждали, что с его приходом в Хортицу положение дел в Донецкой области изменится. Так что вполне возможно нынешнее замедление боевых действий может быть и есть заслуга Драпатова. Более заметные изменения произошли в Харьковской области, на Купянском направлении. Там российские войска заметно расширили свой плацдарм на правом, то есть западном берегу реки Оскол, в районе села Западное. Дальнейшая их цель – продвижение в сторону сел Дорошовка и Кондрашовка, откуда они уже смогут начать наступать с двух сторон на город Купянск, который является важным логистическим узлом снабжения украинских войск на левом, то есть восточном берегу реки Оскол. Ну и похоже, что корейцы вернулись на передовую. По крайней мере, так об этом заявил Владимир Зеленский. Мы же их пока что не видели на видеозаписях с фронта. Зато мы видели новое украинское наступление в Курской области. И похоже, это теперь чередуется. Сначала попытка наступления по земле, потом массовая воздушная кампания ударов по разным объектам далеко в тылу России. Потом вот снова попытка наступления на земле. И, судя по всему, она все же более удачная, чем та, которая была в начале января. Напомню, что тогда в январе двигались по направлению от Мартыновки в сторону Большого Солдатского и по итогу немного расширили серую зону. Теперь же движение было на восток, со стороны села Махновка в сторону села Уланок. И в этот раз ВСУ удалось расширить в том числе зону своего контроля. В частности, им удалось взять под свой контроль село Черкасская Конопелька и зайти на окраину деревни Фанасеевка. При этом ВСУ понесли некоторые потери в технике. Есть ряд видеозаписей с российских беспилотников на оптоволокне, которые бьют по украинским бронемашинам. Некоторые российские военкоры утверждают, что во многом украинским войскам удалось продвинуться из-за фальшивых отчетов российских командиров. Украинская колонна прошла по той территории, которая вроде бы как заявлялась под контролем российских сил, а потому прошла незамеченной. Вполне возможно, что в предстоящие дни попытки дальнейшего продвижения ВСУ продолжатся. Так что будем следить. В четверг из Франции в Украину прибыли первые истребители «Мираж-2000». Об этом заявили французский и украинский министр обороны. Пока не называется точное количество прибывших самолетов, но есть фотографии их пролета в Польше по пути в Украину. И также министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина получила еще одну партию самолетов F-16 от Нидерландов. В первую очередь,
Мы видим, как «Миражи» выполняют ту же роль, что и F-16 сейчас. То есть работают в качестве летающего ПВО. А дальше все будет зависеть от того, какое еще оружие для «Миражей» поставят. Агентство Reuters сообщило, что возобновились поставки американской военной помощи Украине после короткой паузы, вызванной разногласиями в администрации Дональда Трампа. При администрации Трампа новых пакетов военной помощи Украине пока не выделялось. Вопрос был исключительно в тех пакетах, которые были согласованы еще при Байдене. Хотя, признаюсь, честно, меня очень настораживают слова нового министра обороны США, что Пентагону нужно пройти полный аудит расходов бюджета. Мы помним, чем такая идея обернулась в сфере внешней финансовой помощи. Все заморожено минимум на 3 месяца. Надеюсь, в сфере военки такого не будет. Кто-то может сказать, да не просто может, мне такое прям часто пишут в реплае. Аудит – это нормально. Почему ты против аудита? Я не против аудита. Просто я вижу, как свеженазначенные чиновники, такое ощущение, что не знают, как все работает. Что аудит и так проходит каждый год в любом случае. То же самое, к слову, касается и замороженной финансовой помощи. Я никогда не работал с USAID, но я знаю, как работает аналогичным образом связанный с ними наш партнерский фонд. И как работаем мы. Все мы и так каждый год всегда проходили аудит. А каждый квартал сдавали очень подробную финансовую отчетность. К слову о ПВО. На этой неделе обсуждалась новость, что украинские военные научились сбивать российские планирующие авиабомбы ФАБ с комплексом МПК. Это еще доказывает и то, что украинские радары действительно умеют отслеживать эти авиабомбы. Раньше про это ходили споры в контексте удара по дому-интернату в Судже. В чем была проблема раньше? Почему только сейчас научились? Проблема была в том, что ракетами комплексов ПВО сбивать эти бомбы слишком дорого и накладно, особенно учитывая дефицит этих ракет. А сбить их более простыми средствами, такими как зенитные установки, которые коротко называют «зушками», не позволяло малое временное окно для реагирования. Для того, чтобы успеть перехватить бомбу «зушкой», нужно утыкать ими весь фронт. Но вот теперь поговаривают, что придумали какой-то механизм отслеживания этих бомб, чтобы все же успевать сбивать их именно «зушками». Если это так, то это будет не просто еще одно средство ПВО, и не просто еще одно средство защиты. Именно авиабомбы играют важную роль в российских наступлениях по земле, ведь именно ими уничтожаются украинские фортификационные сооружения. Кстати, на неделе появилась информация, что США поставили Украине 460-килограммовую авиабомбу Марк-83 с модулем планирования и коррекции JDAM-ER. А знаете, больше всего меня на этой неделе поразили видеозаписи, где раненых солдат буквально силком вытаскивают из госпиталей и везут на фронт. Ну, то есть, окей, я уже не раз видел видео с солдатами на костылях на передовой. И сколько бы абсурдно это ни было, это все равно уже стало как-то привычным, что ли. Но чтобы из госпиталя на фронт тащили чуть ли не только что прооперированного человека, да еще с открытой раной на ноге, это у меня уже как-то совсем не укладывается в голове, честно. На этой неделе наша команда опубликовала большой текст по потерям среди гражданских лиц в результате боевых действий. Я здесь сразу хочу сказать огромное спасибо всем нашим волонтерам, которые каждый день собирают безумное количество информации для этого формата сводок по обстрелам. Также нашему редактору Мопсводки, который писал этот гигантский текст. Ну и дизайнерам, которые рисовали для него картинки. Весь текст я пересказывать, конечно, не буду. Отмечу парочку самых важных моментов. Во-первых, цифры. За 24 год погибло не меньше 2600 мирных жителей. Из них 1915 на подконтрольной Киеву территории Украины, 452 на оккупированных территориях и 233 на территории России. Не менее 14 155 человек получили ранения. Во-вторых, прогноз неутешительный. Мы не отмечаем каких-либо тенденций к снижению потерь среди гражданских, каким-либо попыткам военных сделать свои удары более избирательными. Есть и особо дикие примеры, такие как российские дроноводы на противоположном берегу от города Херсон. Они тупо устроили сафари на мирных людей. И я не преувеличиваю сейчас. Они прекрасно понимают, что это гражданские. Сами это подчеркивают. И тем не менее сбрасывают гранаты на мирных украинцев, живущих в районе Херсона. В-третьих, попытки создания якобы буферных зон приводят ровно к обратным последствиям. Например, помните, как майское наступление на Харьковскую область в прошлом году объяснялось необходимостью создания буферной зоны, чтобы гражданские в Белгородской области не страдали. Результат ровно обратный. Стало погибать больше. Аналогично и с Курской и Сумской области. Все это я уже не знаю в какой, наверное, в миллионный раз подтверждает, что для безопасности мирного населения надо не буферные зоны пытаться создавать, а принудительно отселять гражданских из широкой приграничной полосы, а также организовывать вывоз мирных людей из зоны боевых действий. Иначе все эти русские поречные, где нашли погреб с телами погибших гражданских,
постоянно будут то тут, то там возникать. Вот такая небольшая сводка у нас была на этой неделе. Увидимся с вами, как всегда, через 7 дней. До встречи и пока.